Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И эта неделя, она может быть достаточно эмоциональной. Как эмоции нас могут где-то переполнять, так и окружающие тоже так их активно могут выражать. Поэтому к разному настроению, к разному психологическому восприятию людей и нас самих мы как будто должны быть готовы. И планетарно эта неделя, это своего рода может служить как прелюдия. Ну и последующая где-то неделя тоже будут те события, которые в судьбоносный период коридора затмений с 25 марта по 8 апреля будут определять основные вехи нашей жизни. Может быть, вы те дела или то, как вы что-то начнете или продолжите на этой неделе, будет означать вашу подушку безопасности на последующий период. Давайте мы с вами узнаем, что как раз по этой части думают карты. В нашем еженедельном прогнозе основные вопросы, что важно знать, неожиданности. Для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что вам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения или кто-то скрывает. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. И личная жизнь. Что же для вас, мои дорогие, будет важно? Карта обороны. Когда мы не знаете, не педалируем какую-то ситуацию, не пытаемся быстрее решить вопросы. Скорее запасаемся терпением и где-то вот так немножко закрытые. Не рассказываем о своих планах, не рассказываем о своих намерениях, не пытаемся кого-то, взять себе в единомышленники. Тут у нас воин в душе, по сути дела. И обратите внимание, в колодах Таро обычно изображен персонаж, тоже с перевязанной головой. У нас здесь милый кот, тоже с повязкой на лбу, как будто шишек он уже набил. Грабли он где-то уже сумел найти тоже. И прежняя ошибка не должна быть повторена, мои дорогие. Вот настолько выверены должны быть ваши действия, и даже, наверное, слова, то, что вы говорите. И карта говорит, да, забор такой визуальный, но нас ничто не должно застать врасплох. И откликаемся, как будто мы только в двух случаях. Или нам что-то угрожает, или чтобы не упустить подходящий момент. Вот так. Больше на самосохранение. Неожиданности. А здесь могут, знаете, нас прям вдохновить какие-то возможности. Все-таки нулевой аркан. Но важно не сглупить и не замечтаться все-таки об этом. Тоже нам вторит карта следом за девяткой жезлов. Посмотрите, замечательный котик, который гонится за бабочкой. Он уставился на эту бабочку. И вокруг обстановка вполне так себе приятная, располагает, теплая, прекрасные цветочки, солнышко светит, тепло. И котик представляет себя, что он уже на подушечке, рядом со своей любимой миской молока. То есть все прекрасно, спокойно, замечательно. И он не видит, что он на краю обрыва. Вот, понимаете, настолько не надо быть в том, что, допустим, как самоуверенность, я хотела сказать, это прекрасное качество. Но порой, когда мы чересчур в себе уверены, мы ведь подвоха не видим. Мы не замечаем каких-то мелочей. Мы самонадеянны становимся. Это не и вас именно касается. Это человеческая природа такова. И именно вот в такой момент, когда мы уверены, чересчур, мы попадаем в какие-то глупые ситуации, правда? Мы тогда не подмечаем каких-то мелочей, которые могут свидетельствовать о том, что приближается вот это, какой-то переломный момент или словно может быть какой-то обрыв. Поэтому ваша задача, с одной стороны, вдохновиться, это правда. Для кого-то это новые возможности, и это здорово. Но если как таковые для вас есть, просчитать детально вашу стратегию и тактику. И быть внимательным, как к людям. Люди могут говорить одно, а думать совершенно другое. Поэтому и нам и говорят, не рассказывай себе много. Умей хранить молчание. Умей не выболтать, может быть, свой проект, смотря чем вы занимаетесь.
Но молчание – это точно золото. И, повторюсь, внимание к деталям и к обстановке, где вы находитесь. Что говорят люди? Анализируйте как будто. Вы люди интуитивные, вы можете, ну, словно кожей прочувствовать обстановку вокруг вас. И прислушайтесь, значит, к этим подсказкам своего шестого чувства тоже. Потому что сложно вот как будто, да, как этому котику предугадать. Он не видит ведь, что тут обрыв. Тут у нас как будто травка и цветочки, и ничего не предвещает. Но если так вот посмотреть на расстояние, на горизонт, то как будто цветочки-то заканчиваются. А дальше как будто, ну, пустота. Понимаете, вот этого не должно быть. Правда, будьте внимательны. И чему сейчас не время? Ориентироваться на то, что вы делали в прошлом. Десятка мечей. Наоборот. Карта говорит, с одной стороны, мы должны закрыть в прошлое дверь. Не будет какого-то повтора прежней ситуации. Значит, не получится в реку войти дважды. Или не получится осуществить тот проект, который вы, может быть, пытались сделать раньше. Нужно думать совершенно по-новому, нулевой аркан. Нужно действовать по-другому. Может быть, сломать стереотипы о себе для вас тоже будет важно. Но и понимать, что ошибиться, себя в какой-то своеобразный минус вогнать тоже не должны. Опыт, он все-таки присутствует, но не в плане эмоций, а каких-то конкретных жизненных ситуаций. Подумайте, в чем вы, ну, действительно, вот ваша была, ну, какой-то ваш промах, может быть, да, когда вы куда-то поторопились и не подметили чего-то важного. Вот здесь из-за поспешности не должно быть ошибок, буквально, как будто в прошлом была такая, или вы могли понадеяться, что какой-то вопрос для вас будет решен, или словно провидение, высшие силы, там обстоятельства, судьба, назовите как угодно, вам поможет. Его Величество случай, а нам здесь карты говорят, нет, помоги себе сам, счастливого случая не будет. Тебе важно сейчас с чем-то не просчитаться. Что помогает? А вы знаете, неспешность помогает. Помогает, если вы, мои дорогие, это карта хандры, в неожиданностях возможности. Так вот, если вы не будете давать кому-то обещаний или не будете говорить ни да, ни нет, установите какой-то нейтралитет и на себя оденете маску о том, что, ну вот как будто я разочарован. Или маску какого-то, знаете, равнодушия вселенского, буквально, потому что апатия помогает. Понятно же, что не апатия, но это то психологическое состояние, в котором мы не берем реванш и уж точно не несемся вот так вот в эту пропасть, сломя голову. Поэтому неспешность и прежний опыт, правда, помогает. И если мы говорим через общение, допустим, с людьми, вам придется решать какой-то вопрос, то оставайтесь совершенно невозмутимыми, чтобы по вашему лицу люди не могли догадаться, что вы думаете или какой ваш план, чтобы какими-то наводящими вопросами вы не проболтались о себе больше, чем следует. И знаете, когда человек одевает маску, вот именно равнодушие, его очень сложно, ну, как-то вывести на беседу или на какой-то диалог. Скорее от вас отстанут, грубо говоря, видя, что, ну, вы не реагируете на то, что у вас спрашивают, или вы как-то индифферентно к этому относитесь. И пусть даже, если у вас внутри бушует ураган вместе с пламенем, нет, транслировать, вот как будто, если верить картам, нужно совершенно противоположное. Спокойствие, неучастие, как будто равнодушие, может быть, даже так, не включение в те или иные эмоциональные вопросы. И затянуть вас в какой-то спор или в какие-то дебаты вас тоже не должны. И правда, вот тогда эта маска, она вам помогает. Ну вот как будто что выпало, то выпало, значит, какая-то ситуация подобная может быть. Что скрыто, а вот ураган-то скрыт, и есть страстное желание что-то решить. Один вопрос, как минимум, или два. Для вас на повестке этой недели. Это могут быть вопросы личной жизни или вашего статуса, вашего какого-то личного дела, продолжения и, может быть, денег. И много сомнений, много желаний именно получить тот эквивалент, который вы задумали. Но
транслировать это совершенно нельзя. Карта говорит, не делай ничего чересчур, остановись. Вот. Что нам помогает? Я сейчас только об этом рассказала. И, кстати, первая эта карта. Нам как раз говорят, не повтори какую-то ошибку, не найди какие-то прежние грабли, потому что здесь можно с воодушевлением за что-то взяться, но все-таки 15-й старший аркан нам говорят, дьявол великий шутник, как только ты к нему попадешься в зависимость, или он чувствует, что он тебя получил в эту зависимость, то он начинает какую-то свою игру. Мои дорогие рыбы и рыбки, не попадитесь на чью-то игру, сохраняйте маску равнодушия, она вам будет правда помогать, чтобы вас не втянули туда, куда вам не надо. И более того, вот эта маска равнодушия, она вам где-то поможет и самому не оступиться. И в то же время использовать альтернативные варианты продвижения вашего вопроса или решения ваших дел. Вот откликаемся-то мы ведь в двух случаях, напомню, когда что-то угрожает или чего-то важного не упустить. Все остальные моменты мы словно за забором и наблюдаем, чтобы нас ничто не застало врасплох. Ну, как-то так. Дела, работа, бизнес. Вы можете столкнуться с людьми, или иногда это рыцарь мечей, люди в погонах, или люди, как проверяющие, кстати, у кого-то могут быть на работе. Так вот, не должно быть надежды на авось или поспешных действий. Вот этот самый обрыв как будто нужно увидеть вовремя, мои дорогие, остановиться. И даже если что-то поначалу идет не в том ключе, или наоборот, сначала хорошо все начиналось, а потом вы чувствуете, нет, как-то обстановка, ситуация начинает меняться. Так это точно вот эта самая маска и остановиться, чтобы не попасть на чью-то удочку или не быть втянутым в какое-то дело, о котором вы потом можете пожалеть, правда, мои дорогие. Поэтому аркану помогает правда, истина, и для кого-то из вас обратиться к адвокату, к юристу, узнать, как в отношении вас работает закон, самому что-то не прошляпить. Вообще холодные энергии, и они призывают вас быть очень рационально хладнокровными. Какие бы вопросы по документам, или по согласованиям в высоких инстанциях, или куда вам доведется отправиться, нужно решать все с позиции правды. И если вам что-то обещают, скажите «я подумаю», и после нужно именно узнать, найти информацию, как же это будет работать в отношении вас, или что для вас, какие-то предложения, обещания, или открывшиеся новости, какую траекторию на будущее создают. Опять же, просчитать. Здесь невозможно расслабиться. Иначе, опять же, вот как этот милый котик, можно что-то прошляпить. Финансы. Финансовая ситуация как будто выравнивается, но не время тратам. Не повторите прошлую ошибку. Можно потратиться туда, как будто деньги-то будут, правда. Может быть, это вы как раз и решаете ситуацию, которая сопряжена с финансами. Да, скорее всего, решится что-то у вас. Или есть тенденция к разрешению финансового вопроса. Но быть прозорливым и внимательным, чтобы не ошибиться. Иногда вот карта Солнца это карта счастья, уверенности, возможности, мои дорогие. Поэтому возможности перед вами открываются. Но они от вас, мои дорогие рыбы и рыбки, большой сосредоточенности требуют. Понимаете? Потому что, опять же, нет права на ошибку. Конечно, не произойдет чего-то кардинально, плохого, нехорошего. Придется, может быть, какой-то период, даже если вы совершите какую-то оплошность, вам выкарабкиваться. Нам не говорят, что это, прямо как-то необратимо. Но то, что сожаления будут, если вы, как условно, какой-то выбор, не потому что даже выбор, а вот именно из-за того, что вы не придали вовремя чему-то значения. Или, сделали как прежде. И поэтому нам говорят ведь о чем? Если ты будешь поступать как прежде, так и получишь то же самое, что было раньше. А если ты будешь более аккуратен, тогда ты получишь солнце. Но по финансам есть возможности. Личная жизнь, праздник. Как минимум, значит, я думаю, вы, мои дорогие, с вашей прекрасной интуицией, если все просчитаете, вы увидите все подводные камни, и праздник у вас обеспечен. Вообще личная жизнь, ваши близкие как будто и поддерживают. Может быть, какой-то вопрос решится очень хорошо. Или какая-то история, которая прежде была с разочарованиями, она как раз
вам как будто или поможет, или она поможет вам с чем-то определиться, какой-то прежний опыт. Может быть, как раз вот эта самая маска, мои дорогие рыбы и рыбки, посмотрите, как выпали карты, будет означать в последующем ваш праздник. Поэтому вот то, что я сказала по пятерке кубков, когда странно вроде бы, да, апатия, меланхолия выпадает в значении «нам помогает». Поэтому актером надо быть великим на этой неделе вам, мои дорогие. И оно того стоит. На кону качество и праздник вашей жизни. И по финансам солнце. А по рыцарю мечей тогда вы все сделаете так, когда и закон словно на вашей стороне. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.